Добрый день, с вами Борис Марцинкевич и наш новый проект «Геоэнергетика Инфо». Это наш канал в Ютубе, это наш сайт в интернете. Ждем того, что вы будете подписываться, ждем ваших советов, пожеланий, в том числе и тем, которые мы готовы с вами обсудить, посмотреть на них с точки зрения реальности, а не с точки зрения политических комментаторов, которые далеко не всегда видят подоплеку того, что происходит. Заканчивается 2020 год, совершенно очевидно, что новый наступающий будет значительно менее напряженным, по той причине, что в 2021 году на один день будет меньше. Сегодня хотелось бы коснуться того, что происходит вокруг морской части проекта «Северный поток-2». В новом году будут новые события, будем надеяться, что они будут происходить немножко активнее, будет о чем разговаривать. Давайте коротенько пробежимся, что на самом деле этот проект означает, кто в нем участвует. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что это прежде всего проект не политический, а экономический. Это действительно так. Единственное, что для того, чтобы это отчетливее понимать, надо помнить, что «Северный поток-2» не заканчивается на морском побережье Германии, он продолжается дальше. Целью этого проекта не является выдувание морских пузырей. Газ должен дойти до потребителя, поэтому после того, как заканчивается Балтийское море, начинается магистральный газопровод ЕУГАЛ, который идет по территории Германии до границы с Чехией и имеет ответвление на столицу Германии Берлин, по которому будет поставляться ежегодно 10 миллиардов кубометров газа. Все остальное уходит на территорию Венгрии, которая оставляет 7 миллиардов кубометров газа себе и остальное отдает дальше. Следующий газопровод, который находится опять же на территории Германии, так вот выглядит география Европы, это Мигл. Мигл продолжается в сторону Бельгии и Франции и имеет ответвление Мигл-Зюит в сторону Австрии, потому что конечная точка маршрута Северного потока-2 – это газовый хаб Баумгартен, владельцем и оператором которого является австрийский концерн ОМV. Поэтому, если говорить о тех дискриминационных мерах, которые принимают Соединенные Штаты, надо помнить о том, что это меры направлены не только против России и не столько против России, сколько против Европы. По подсчетам самих европейцев, эти меры могут коснуться 120 европейских компаний в 12 государствах, и это правда, потому что прямое участие в финансировании 50% стоимости Северного потока-2, то есть 5 миллиардов долларов, в него инвестировали 5 европейских компаний, из которых 2 немецких, одна австрийская, одна французская и англо-голландская Royal Dutch Shell. Поэтому, когда говорят, что здесь в этом проекте интересы только Германии, это не совсем правда, или, если уж точнее, совсем неправда, потому что большую часть газа получит все-таки, как ни удивительно, Австрия. Общий объем инвестиций во все то, что проложено, во всю сеть магистральных газопроводов, которая проложена по сухопутной части Европы, инвестиции составляют порядка 15 миллиардов долларов. И в том случае, если компания Nord Stream 2 AG не удастся закончить морскую часть газопровода, эти инвестиции будут убиты, будут лежать мертвым грузом в виде труб, которые никому не нужны, потому что по ним не прокачивается газ. Так что пункт первый. Меры, которые предпринимает и пытается предпринимать Америка, направлены отнюдь не только против России, это надо иметь в виду. То, что на острие противостояния давлению Соединенных Штатов находится Германия, это оправдано и, опять же, не с политической точки зрения, а с экономической. На день сегодняшний на территории Германии имеются 2 газовых хаба. Один из них проводит операции с газом, который приходит из Норвегии и из России. Это газ, в котором достаточно высокое содержание метана и у которого высокая теплотворность. Второй хаб предназначен для работы с газом, который поступает из Нидерландов, с месторождения Гронинген в Северном море, на котором объем добычи продолжает планово уменьшаться. И уже есть решение и одобрение со стороны Брюсселя о том, что в 2022 году оба хаба будут объединены. В том случае, если на этот хаб будет приходить российский газ, позиции Германии на европейском газовом рынке укрепятся, потому что хаб – это не только торговая операция
с газом, но и возможность влиять на уровень цен на европейском газовом рынке. Интерес Германии понятен и с этой стороны, и с той стороны, что есть решение правительства Федеративной Республики Германия о поэтапном закрытии как угольных электростанций, так и атомных. Необходимость компенсировать выпадающие мощности есть. Удовлетворить их можно только за счет поставок газа, поскольку поставки газа из Голландии снижаются, соответственно, нужен новый поставщик. Новый поставщик, давно проверенный в самых разных условиях «Газпром», тем более, что две немецкие компании, которые принимают участие в проекте «Северный поток-2», Wintershall Dea и Uniper, имеют вложения в месторождения на территории Германии, то есть их инвестиции не только в трубопроводы, но и в саму добычу, поэтому их потери в том случае, если «Северный поток-2» не будет реализован, будут еще более значительны. Что у нас произошло нового? Может быть, то, на что не все обратили внимание. Один из участников финансирования «Северного потока-2», французская компания ENGIE, она не является государственной, тем не менее наибольший пакет акций принадлежит именно государству, 34%. В ноябре должен был быть подписан контракт компании ENGIE с американскими производителями сжиженного природного газа, но по настоянию самого крупного акционера, то есть правительства Франции, контракт подписан не был. И причина, конечно же, не связана ни с какой политикой, и это вовсе не противостояние Европы давлению со стороны Соединенных Штатов, проблема совершенно святая и очень уважительная — экология, поскольку для того, чтобы добывать газ на территории Соединенных Штатов, используют экологически грязный метод гидроразрыва пласта, что наносит невероятный вред экологии всей планеты. Подписывать контракт на поставки такого газа ни в коем случае нельзя. Контракт предусматривал поставки в течение 5 лет на общую сумму $4 миллиарда США, и его просто не состоялось. Никто не обратил на это внимания, потому что со стороны Соединенных Штатов никаких возражений не последовало, потому что очень сложно придумывать, что противопоставить таким борцам за экологическую безопасность нашей матушки Земли. Пока это на паузе, но совершенно очевидно, что если будет продолжаться давление со стороны США на европейские компании, метод отработан. Как выяснилось, сопротивляться ему нельзя. Сколько раз это можно повторить? Посмотрим, что и как будет происходить. Кроме того, 11 декабря началось продолжение строительства «Северного потока-2» в территориальных водах Германии. Там небольшой участок, 2,6 километра, или в двухниточном исполнении 5,2 километра. Это мелководье, погодные условия вполне позволяют. И опять же, такая маленькая деталь. Трубы к судну-трубоукладчику будут подвозить корабли морской спасательной службы России. Вроде бы ничего такого удивительного, вроде бы как-то эта информация прошла, особого внимания на нее никто не обратил, но попытки Соединенных Штатов давить на страховые компании, участвующие в страховании операций, происходящих в Балтийском море, показались отбиты, потому что необходимости страховать морские спасательные суда России ни у кого нет. И так уже все в полном порядке. То есть под громогласные крики с той стороны океана Атлантического идет спокойная плановая работа. Французы показывают, как может быть прекращен экспорт американского газа на европейский газовый рынок. Россия показывает, как можно обходить некие технические проблемы, которые пытаются поставить перед проектом «Северного потока-2» Соединенные Штаты Америки. Кроме того, из последних событий новый пакет санкций, давайте называть это так, хотя не до конца точно, был вшит внутрь оборонного бюджета Соединенных Штатов на 2021 год. И уходящий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в начале минувшей недели отказался подписывать этот документ. Соответственно, его необходимо согласовывать по новой как в Конгрессе, так и в Сенате. Сколько времени это займет, сказать сейчас сложно, с учетом того, что 20 января к своим обязанностям, не приходя в сознание, приступит новый президент Соединенных Штатов Джо Байден. Сколько времени у них займут их внутри американские проблемы, с учетом того, как выглядит экономическая ситуация внутри самих США, пока сказать сложно.
Есть сообщение от Nord Stream 2 AG, что с 15 января работы будут продолжены в исключительной экономической зоне Дании. Выйдут сюда, и в зависимости от того, как позволит погода на Балтике январская, насколько сильной будет волна, эта работа будет продолжаться, то есть каждый займется своим делом. Газовые компании будут заканчивать оставшиеся 7% маршрута Северного потока-2, а американские политики выяснять отношения между собой. Посмотрим, как будут развиваться события в наступающем 2021 году. Спасибо за внимание, и еще раз приглашаю вас подписываться как на наш канал в YouTube, так и на наш сайт Geoenergetica.info. Всем большое спасибо за внимание.